Друзья, всем привет, на связи. Сегодня покажу о новом приобретении насос 2 в одном высокого и низкого давления. Купил на AliExpress для, собственно, двух целей. Это первое для накачивания САПа. И второе это для накачивания двухместного матраса надувного. Все остальное формата детские какие-то надувные круги, мячики, их в принципе можно накачать там по обычным насосам или даже ртом. Кто видел хоть раз надувную лодку, кто видел хоть раз САП, понимает, какие усилия нужно приложить для того, чтобы его реально накачать. Никакой спортзал после этого даже и не нужен. Если ролик вам зайдет, если данный товар вам понравился или в принципе вы хотите хоть как-то поддержать канал, то обязательно палец вверх поставьте и напишите в комментах какой-то фидбэк, не знаете что написать, напишите просто одно слово «Андатра». На момент покупки насоса на AliExpress он стоил 36 баксов, это примерно где-то 1300 гривен. Поставляется вот это вот все внутренности вот в такой вот коробочке. Итак, что нам обещают? Модель, вот так вот она звучит, 290 грамм у нас, 3000 батарея. Размеры, размеры вот моя ладонь, в принципе, вы сами видите, вот я держу в руке, то есть такая миниатюрная, как, я не знаю даже с чем сравнить, пол-литровая, наверное, бутылочка. Дальше, два режима у нас тут есть. Первый, который нагнетает воздух, да, условно, вам нужно накачать матрас надувной, и вы же его не будете накачивать от автомобильного компрессора, да, потому что это немного странно. То есть вам нужно нагнать объем воздуха. И как раз на первом режиме это вот такая вот скорость. 350 литров в минуту. Когда вы накачали, допустим, объем, нагнали туда в лодку, в матрас надувной или в САП, вам нужно создать давление. Многие, думаю, что кто смотрит этот ролик, до сих пор считают, что САП это деревянная штуковина, потому что она очень сильно накачана. Нет, это тот же самый матрасик, просто с огромнейшим давлением, там около 15-20 psi. Так вот, когда вы накачали, создали объем, вам нужно создать давление, и давление уже во втором режиме закачивается со скоростью вот 8 литров, видите, в минуту. Намного меньше. И это, честно говоря, все, что меня интересовало. Отдельно могу сказать, что на сайте указано у китайца в магазине на AliExpress, что на первом режиме, да, когда нагнетается объем, просто может проработать около 60 минут. И во втором режиме, когда создается давление уже, он может проработать 90 минут. Из того, что мне нужно было, это переходник в САП, и это для матраса, вот этот вот переходничок. То есть по факту мне нужно вот раз такой переходник и вот два такой переходник. Вот этот я тоже пробовал накачивать мяч. То есть это для мяча. Вот это вот, я не знаю, может быть это для надувных шариков, да, из которых там собачки крутят. Не знаю, кто знает, напишите. Ну и какие-то, видимо, для разных систем, для разных переходников, имеется в виду отверстий в матрасах там и всех остальных. И зарядка обычная Type-C, которая пользуется всеми.
Погнали по виду, по кнопкам и по применению. Кстати, вот чехольчик тоже удобно, сюда можно все складировать, ничего не потеряете. Размер бутылочки пол-литровой, наверное, да, то есть до литровой тут далеко. Вот размер моей ладони. Вот я взял в ладонь, то есть в боковой карман рюкзака легко поместится. Сверху у нас выдувает, тут у нас вдувает, всасывает воздух. То есть если вы включите и вот эту закроете, то, условно говоря, у вас ничего не будет выдувать. Первый режим, да, который создает объем, который дует и создает объем со скоростью 350 литров в минуту, это вот этот вот вентилятор. То есть, по сути, это то же самое, что если бы вы просто накачивали ртом. Но накачать, повторюсь, САП ртом, это, наверное, я не знаю, это у вас легкие потом просто выпадут. Точно так же я пробовал накачивать, у меня не было другого варианта, ножным насосом, ручным насосом, здоровый насос. Я не знаю, минут, наверное, 15 у меня уходит, и потом никакой спортзал, повторюсь, не нужен. Вопрос в другом, что если вы приволокли САП или лодку куда-то на берег, накачали это все дело, и вы, допустим, без машины, да, там вам некуда сложить этот даже огромнейший насос, то куда его потом девать? Привязывать на САП и с ним плавать, такое себе дело. А этот положили в гермомешок, он занимает там не больше, чем один отсек вашего рюкзака. Все, зажимаем кнопку верхнюю вот эту вот с вентилятором на 2 секунды, и он начинает работать. Одно нажатие выключает и гаснет индикатор. Честно говоря, нигде не нашел по поводу вот этого индикатора, но есть предположение, я не доводил еще насос до такого состояния, что зеленый индикатор это полный заряд, желтый индикатор это 20% заряда, когда остается, потому что вот тут в инструкции что-то написано про 20%, но оно как-то совсем непонятно это все озвучено. И красный индикатор это когда уже там все плохо, нужно срочно заряжать. Следующая кнопка, вторая кнопка, это у нас фонарик. Вдруг где-то, да, вы в темноте накачиваете в этот ваш САП или с утреца, там в 4 ночи пришли на пляж. Зажали на 2 секунды и, в принципе, светит. Вот полная темнота, включаю фонарик. Сами видите, 80 люмен. Вполне хватает, более чем, даже читать инструкцию. Кнопки не прорезиненные, обычный пластик. Если упадет в воду, то я думаю, что ему будет плохо, несмотря на какую-то прорезиненную заглушку Type-C. Заглушка Type-C у нас в нижней части. Открываем, заряжаем, закрываем. И третий режим, вот нижний. Это когда нам нужно создать давление. Это скорость у нас 8 литров в минуту для создания давления в том же САПе. Кто накачивал САП из последних сил, поймет меня, что из-за этой опции стоит купить какой-то насос, чтобы облегчить свои страдания. При использовании вот этого вот режима воздух уже нагнетается не из верхней части, а из нижней. И для этого нам нужно использовать вот такой переходничок. Вот такой вот он. Видите, стоит плюсик. Сюда мы вставляем переходник. И уже в него мы вставляем любую нужную нам эпопею. Допустим, для САПа. На самом деле тут лего, конструктор лего. Чтобы вам накачать мяч, вы просто так иглу в это отверстие не вставите. Потому что оно, вот, видите, не вставляется, все упирается. То есть вам нужно вначале ставить еще дополнительный переходник, а уже в него вставить вот эту вот иглу. Вот такая вот конструкция лего. Второе отверстие, которое у нас на днище находится с знаком минус, вот тут, да, это, так сказать, всмоктывание воздуха. То есть, условно говоря, чтобы создать вакуум. Для того, чтобы быстро сдуть САП, по нему не обязательно прыгать, по нему не обязательно ползать и выдавливать из него воздух. Вы можете просто вставить, включить, и насос будет выкачивать воздух с САПа сам до его
почти заводского состояния, когда он свернут в мельчайшую трубочку. И вы знаете, есть свои плюсы, есть свои минусы в конкретно этом насосе. То есть это аккумуляторный насос. Он не накачает, мне кажется, он не накачает 2 САПа. Может быть, в одном из следующих роликов я протестирую, попробую. Может быть, я даже протестирую 2 раза накачать матрас надувной и проверим, насколько хватит аккумулятора. Но плюс его в том, что вы приходите на пляж, вам не нужно 220, потому что многие насосы для САПа, они питаются там от 220 от розетки, а где ее взять? Да, от прикуривателя автомобиля тоже вопрос. Плюс они больше, плюс они тяжелее. Основной плюс вот этого насоса в том, что 2 режима, в том, что он миниатюрный, в том, что им можно накачивать все. То есть бассейн для ребенка, надувной круг для ребенка, САП, надувной матрас, все что угодно. Можно даже как вентилятор просто использовать, себя обдувать. Учитывая, что тут есть разъем Type-C, я думаю, что у каждого из вас есть пауэрбанк, и можно даже на том же пляже, если у вас даже он сел в ноль, просто подключить к пауэрбанку и будет работать от пауэрбанка. При зарядке, когда вы в 220 включаете и заряжаете его, индикатор становится красный, и когда он полностью зарядился, он становится зеленый. Сейчас перейдем к тесту, небольшому тесту, где я накачиваю надувной матрас с нуля, двухместный. Это около 1,60 м на 2 метра.